Новая торговая сессия. Начинаем сегодня с баланса $171. Риск на день $6. Риск на одну сделку у меня сейчас $1,5. И здесь, так что мы пойдем наверх. Давайте зайдем здесь. Вот так. Зашел. Стандартная моя сделочка. Стоп-лосс 1%. Тут я заходил с такой логикой. Мы вот здесь видим, что был сильный рост. Мы начали притормаживаться, и как мне показалось, в этом накоплении больше всего заманивали шортистов, потому что мы видим, что любые вот вкаты вверх постоянно продаются, любые такие плавные движения также продаются, и мне показалось, что в принципе вот здесь набирают трейдеров, которые открывают позиции в шорт. На фоне этого, мне кажется, они поставят стоп-лосс за какой-то вот сюда максимум, и цена должна сходить в какое-то процентное движение вверх взять, и мы на этом фоне должны заработать свой небольшой take profit. Так, подходит уже вплотную к моей заявке. Все, take profit. Ищем вторую сделку. Открыл я здесь позицию. Тут логика, в принципе, похожая, как и в прошлом. Но здесь, скорее всего, я очень рано открыл. Да, даже не успел доказать. Заходил я здесь с логикой, что те, кто открывали вот здесь шорты, их отстопили, и они попытаются перезайти вместе повыше. Но, к сожалению, здесь получил я убыток. Вот эта ситуация мне нравится. Сейчас открою по ней позицию и объясняю здесь логику. Мы видим, что цена стояла таки долгое время в боковике, после чего вышла резким импульсом вверх. Это уже значит, что большинство трейдеров по умолчанию захотят по возможности ее лонговать и брать продолжение движения вверх, если на это будут, скажем так, подходящие условия. Тут мы видим, что небольшая такая остановка также выкупилась, что для меня лично, скажем так, указывает на то, что тренд, скорее всего, будет продолжаться. Тут же мы в моменте увидели, все, я закрылся и быстренько, у меня несколько центов осталось в позиции, тут я уже закрыл по профиту, остались несколько центов. Также заходил я, потому что вот увидел небольшую вот такую тень свечи, и как мне показалось, если бы я хотел лонговать, то в данном моменте для меня это был сильный показатель того, что движение может дальше пойти вверх, так как были продажи, их начали откупать, и в принципе движение может продолжиться в любую секунду. Все, открыл. Открыл позицию, потому что, как я и говорил, цена после падения остановилась, была какая-то неопределенность, вера в то, что мы дальше начнем падать, стала слишком мала, и мы начали плавно довольно-таки выходить вверх. Тем самым дая возможность трейдерам открыть лонговые позиции и взять хорошее соотношение и пытаться высидеть большое лонговое движение. На фоне этого я поставлю сейчас свой take profit вот сюда за минимум и попытаемся закрыть свою сделку на стопах большинства трейдеров. Цена идет к нашему take profit. Take profit я ставил вот за вот этот минимум. И здесь еще есть круглое число 34. Как мне кажется, это идеальное место для лонгистов ставить свои стоп-лоссы. И на фоне этого мы попытаемся сейчас на них закрыться и тем самым заработать. Все, эта сделка закрылась в профит. Еще одна прибыльная сделка. Открыл новую сделочку. Логика здесь совершенно простая. Вот мы видим сильное довольно-таки снижение. И в данном моменте мы подошли к какому-то уровню поддержки, после которого цена замедлилась и начала выходить вверх. Как мне показалось, на этом фоне некоторые трейдеры могут пытаться ловить откат, потому что мы довольно-таки сильно падаем, и на этом фоне
очень часто любят искать какие-то уровни, круглые числа и остальное, от которых начинают торговать вверх. Но тут мне не нравится один, скажем так, нюанс в том плане, что в принципе график падающий, и большинство трейдеров, как мне кажется, пытаются здесь лонговать, открыть лонговую позицию. Поэтому это небольшой фактор, который играет против нас. Но посмотрим, как закроется данная сделка. Так, в этой сделке мне перестает нравиться наша позиция, потому что мы видим, что дальнейшего движения вверх не пошло, и цена начинает вкатывать. У трейдеров появляется возможность зайти в шорт с коротким стоп-лоссом, тем самым стать в сторону вместе с нами, скажем так. Это мне не нравится, и, наверное, на фоне этого я эту сделку закрою без убыток. Сейчас, если будет небольшое еще движение вверх, то мы просто закрываемся, так как большие шансы, что мы все же... Все, закрылся. Большие шансы, что мы станем в ту самую сторону, куда и торгует большинство трейдеров. Так, и на этом я буду завершать торговлю. Получилась у нас довольно-таки неплохая торговая сессия. Закрылись мы с профитом. Последняя сделка, правда, у нас не зашла. Я решил ее закрыть по безубытку, потому что, как мне показалось, шансы резко перевернулись и был великий большой риск стать в сторону, куда торгует большинство трейдеров. А это противоречит нашей торговой стратегии. Поэтому всем спасибо за просмотр.